Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 1 по 7 января 2024 года. Первая неделя. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но это колода, 78 дверей, это метафорические карты. Я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки, как альтернативный ход событий вы сможете просчитать на пару шагов вперед. И от всей души, мои дорогие близнецы, поздравляю вас с Рождеством, с Новым годом. Будьте милосерднее к самим себе, будьте счастливы, будьте любимы всегда. Это так важно. Давайте узнаем, что думают карты. Как видят для вашего знака зодиака первую неделю Нового года. Итак, что важно знать? Может быть, чем вы будете заниматься? Чему отдадите приоритет? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или какие двери будут закрыты, узнаем. А что будет помогать, что будет радовать? Давайте достанем карту «Что скрыто?» И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Насколько это возможно в эту неделю. Многие, наверное, в каникулах находятся. Денежная энергетика и личная жизнь, как видят карты. Итак, что важно знать для вас? Личной жизни, вопросы. Здесь может быть много эмоций, может быть много приятных эмоций. Может быть вопросы семьи, правда. Эта неделя способствует, когда мы даже к родственникам ходим, поздравляем, да, уделяем внимание. Или, в принципе, когда работает очень хорошо ваша интуиция, когда вы можете что-то планировать, исходя из того, как я вижу дальнейший ход развития событий, правда. Определенно к интуиции стоит прислушаться. Что она вам подсказывает? По этой карте есть такой элемент, что мы ждем как будто чего-то. И, видимо, искусственно что-то ожидать, как вот, знаете, иллюзорность какая-то, которая у нас вдруг случится наяву, то, скорее всего, нет. Но эта неделя, она великолепна для того, чтобы дарить подарки, дарить нежность друг другу, радовать друг друга. Ну, понятно, радоваться самому тоже. Хорошее настроение. Неожиданности. В неожиданностях, вот интересно, 4 мечей. Здесь, наверное, у каждого по-своему. Нам изображен человек, который, хочет выглядеть, словно он не видит, изображен нам слепой, выглядит как слепой, и он проходит мимо двери. Если мы говорим, двери открыты или закрыты, принципиальное значение имеет эта колода карт, то как будто его трость, она совершенно не направлена в сторону дверей, он как будто туда и не собирается входить, но он демонстрирует то, что он здесь был. Может быть, ему нужно, чтобы кто-то увидел. А если мы уберем эту самую трость, то посмотрите, человек не похож на того, кто поражен этим недугом. У него нет вынужденного физиологического положения, которое свойственно людям плохо видящим. И если убрать эту трость, то, в принципе, проходит человек в темных очках мимо двери. Поэтому он достаточно хорошо, кстати, сложен. И здесь может быть двояко. Это вы сами не хотите что-то развивать, словно в какие-то двери заходить, но вам важно себя словно продемонстрировать, словно я в теме, или да, я в курсе, но вы будете оставаться в каких-то своих планах, в своих мыслях. По 4 мечей здесь нет какой-то неожиданности как таковой, здесь есть пауза, хотя это может быть и в отношении вас тоже. Кто-то демонстрирует, что да, я в теме, я тоже что-то, наверное, как или присутствую, или знаю, или продолжаю, назовите как угодно. Но нет пока какого-то отклика. Если мы берем другие колоды карт, это привести мысли в порядок. Правда, какая-то пауза тоже может быть в неожиданностях. Или вы вынуждены будете, исходя из тех обстоятельств, которые придут на ваш порог, занимать какую-то позицию, вот такую, когда я пока не могу с чем-то определиться, и поэтому никому не даю обещаний. Но продолжаю, допустим, общение, или продолжаю заниматься каким-то делом, или вроде бы как я в пределе каком-то. Вот здесь очень тонкий такой нюанс, и здесь проиграется у каждого по-своему, неожиданности. Чему сейчас не время?
Правда, не время строить иллюзии, я об этом сказала. Семерка кубков, карта иллюзорного успеха. Нам может здесь словно присниться, но понятно, и наяву. Нам бы хотелось сделать очень, может быть, душа просила полета, да, а есть какие-то сомнения, что что-либо может пойти не так. И, может быть, и вы где-то переосмысляете и думаете, да, если я соглашусь на что-либо, или если я буду продолжать что-то, а не получится ли потом, что игра не стоила свеч. И здесь очень важно не поддаться где-то ненужным как иллюзиям, так и ненужной, мои дорогие, философиям. Но семерка всегда по нумерологии следует за 6, а у нас любое движение проходит словно в 6 стадий. Почему любая карта Таро, которая имеет 6 значения, это своего рода победа. И следом идет 7 по нумерологии, это всегда пауза, которая последующая, необходимая, чтобы удержать те позиции, которые вы уже завоевали, получили, сохранить все то, что у вас есть, может быть, вот ваш статус, ваше доброе имя, ваше теперешнее финансовое положение. Одним словом, какая-то перезагрузка, но без эмоций. Не время, как и философствовать глубоко, так и не время строить иллюзиям. А что же помогает? А вот где-то будет помогать, посмотрите, семерка жезлов, вторая семерка, да, тут сколько не ускоряй, какой-то процесс ускорить невозможно. Может быть, вы об этом и думаете, у кого-то в личной жизни это может проигрываться. О чем-то вам мечталось, но не все, может быть, устраивает. Или есть какой-то нюанс, когда, вы сами, может быть, не знали, как будут развиваться события. И наперед вы тоже что-то не можете просчитать. Вы с чем-то еще пока не определились. Есть пауза. Может быть, и человек в отношении вас тоже что-то ставит на паузу. Такое вполне вероятно. И здесь все в зависимости от вашей позиции. Вы словно, как этот человек, нам показан грот и камень. И по карте непонятно, не то закрывает человек грот, не то открывает. Скорее всего, что помогает? Вы будете рационально видеть. Может быть, от общения с кем-то вы откажетесь, с кем-то поставите на паузу. От кого-то вообще закроете словно дверь или сами закроетесь, перестанете общаться, или прекратите какое-либо дело, продолжение, как будто какой-то истории, может быть, это касается работы. С другой стороны, перед кем-то вы и откроете этот самый грот, вот как человек нам показан. Может быть, в чем-то вы как раз и начнете участвовать. Своего рода ревизия какая-то у вас вам помогает правильно оценить обстановку и, самое главное, чего же вы хотите. Вот как будто так. Что скрыто? Действительно скрыто. Знаете, у вас может проиграться такое состояние «я не верю». И нам показана девушка, которая не верит. Буквально она телепортируется через двери для того, чтобы подглядеть, подсмотреть, что говорят. Хотя, видите, она как будто удивлена даже. Есть, может быть, информация, которую вы еще на эту неделю не знаете, а узнаете позже. И вы будете где-то искать эту самую информацию. Вероятно, что вы ее найдете. Может быть, 2 числа ваша планета-управитель выйдет из ретро-движения. И как раз пока было вот это ретро-движение, 1000 могло быть каких-то, знаете, как сбоев информации, каких-то фейков, неопределенностей. А здесь в директном уже постепенно набирают обороты, какая-то конкретика, или тайное становится явным. И для вас явность какая-то, она определенно будет. Может быть, это вы сами найдете ее. Как будто нет для вас самое главное закрытых дверей. Обратите внимание, даже сквозь закрытые вы войдете. У вас сильная позиция по 2 жезлов. Все, что вы захотите, вы сможете совершить. И если вам нужно общение, допустим, конкретное с человеком, пожалуйста. И если вы захотите быть в позиции и вашим, и нашим, у вас тоже это получится. Пожалуйста. Тут, наверное, что бы вы ни захотели, возможности у вас на этой неделе превосходные. Опять же, главное ваше желание. Но что-то, видимо, как приход новой информации или каких-то деталей, или какие-то неслучайные случайности. Вот такое может произойти. С одной стороны, для кого-то это будет тот выбор, который нужно сделать, а для кого-то это как раз те возможности, когда мне хочется, может быть, заниматься не одним делом, а 2, себя попробовать в каком-то новом деле. У кого-то это может касаться новой работы, вполне вероятно, или новых возможностей на вашей работе. Это тоже как предложение, может быть,
которая, знаете, ведь могла такая сложиться ситуация, вы хотели получить какую-то должность, но были все время какие-то препоны. А здесь что-то изменится в обстоятельствах, и как раз перед вами откроются новые перспективы. Для кого-то это может проиграться. Дела, работа, бизнес. Самое главное, не оборачивайтесь назад. Что-то для вас завершилось. Ну, может быть, как и смена бизнеса, смена каких-то приоритетов. У кого-то из вас это может проиграться. Все-таки старший аркан, он будет воздействовать на все сферы жизни. Но у нас именно завершение той ситуации. Может быть, по документам к вам приходит. В чем-то вы поставите точку, будет больше определенности. И мы говорим, открытые двери или закрытые. Как раз открытые врата, посмотрите, нет препятствий. Вам как можно быстрее просто нужно выйти, открыться миру, начать, может быть, свою личную историю, мои дорогие близнецы, писать, вот как тот самый режиссер, который создает самого себя, свою какую-то реальность. Вот вам с чистого листа что-то как будто нужно начать, и чем быстрее, тем лучше. Да, рассчитывать где-то на самого себя придется, но это игра жизни по новым правилам, которая вас будет завораживать, и это намного интересней, чем вот так сидеть в ожидании. Может быть, это длительный период ожиданий, мои дорогие, для вас как раз вот таким образом завершается. В чем-то вы будете ставить точку. И тут самое главное, не задержаться вот в этой позиции стопора. У нас показан человек, ничего не препятствует ему выйти, а он как будто пригорюнился и даже не видит, что происходит вокруг. Он держит песочные часы, и нам говорят, время идет. Из всех красок жизни он сидит на погосте и видит только цветы. Все остальное серо и уныло. Поэтому основная задача, очень красноречивая карта, это карта трансформации. Быстрее выйти за эти врата. А там как будто уже и солнце восходит. Новое качество жизни, новые возможности вас уже ждут, мои дорогие близнецы. Какая-то история не повторится. Что-то вот-вот и прояснится окончательно. Какие-то точки вы расставите. Или то, что вы длительное время, может быть, ожидали. Через документы, через согласование. Все-таки это у нас дела, работа, бизнес. Может быть, какие-то подписи, печати, ну все что угодно. Вы скоро, если есть документ, которого вы ждете, вы его вот-вот получите. Финансы. По финансам нам показан король кубков, и интересно, у нас выпадает пара, да, если мы вместе в целом. Может быть, есть какой-то вопрос в вашей личной жизни, который увязан с финансами тоже. Может быть, это вопросы, связанные с вашим жилищем, с вашей семьей, с вашими родственниками тоже, когда, может быть, и потратиться или проучаствовать в жизни кого-то. Может быть, подарки сделать, все-таки неделя у нас такова. И как раз по королю кубков это ось отношения, финансы и проигрывается. У вас достаточно сильная сейчас позиция, но здесь как будто вы нет закрытых, кстати, дверей, но и предаться глубокой философии или где-то быть в каком-то мраке. Хотя вот это на финансы. Может быть, чересчур где-то экономить на себе. Точно не время, мои дорогие. Просчитать, да, определенно стоит, но и порадовать себя. Не искусственно, как будто не создавать себе режим ожидания. У кого-то из вас он и так слишком затянулся. И много разных мыслей, как с плюсом, так и с минусом, нам говорят, чему сейчас не время. Много мыслей, мало конкретики. Но есть возможность как раз с этими мыслями как будто разобраться, профильтровать и с чем-то определиться. Самое главное, дорогу осилит идущий, мои дорогие. Правда, надеяться на себя, может быть, и придется исследовать новую землю, словно без карты. По трансформации это так и бывает. Ну так это же другие возможности. Поэтому продумайте этот момент. Личная жизнь. Правосудие. Правда, у кого-то могут быть к решению близки вопросы, связанные с судом, с выяснениями, может быть, каких-то ваших прежних отношений, в чем-то вы ставите точку, или теперешних. Может быть, это согласование. Опять же, правосудие – это как карта справедливости. Нам говорят, будь честен сам с собой. И если мы говорили про двери, огромные двери, посмотрите.
И нам показаны трое. Один как будто это страж дверей, в виде охранника нам изображен, и двое, которые пытаются войти, и они воздействуют на этого стража или охранника, но что-то ругаются, кричат, пытаются ему доказывать что-либо, а дверь-то все равно остается закрытой. Карта говорит: эмоциональное равновесие, умение договариваться с людьми, быть великим дипломатом и быть честным самим собой. И любые двери для вас откроются. Хоть в личной жизни у вас это старший аркан, хоть в работе, понятно, и в финансах. Очень многое взаимосвязано, и вы сейчас словно стоите на пороге перемен. Как вы распорядитесь своей жизнью, судьбой, личной историей, мои дорогие, будет зависеть только от вас. Как будто точно вот не время, понимаете, как вот этим эмоциям, когда их много, и из них создается какой-то хаос, или иллюзии, или вот эта философия, повторяюсь, так и эмоциональный баланс все-таки помогает увидеть какую-то реальность. Не нарушаем закон, но у вас сейчас есть возможность сделать так, как вы хотите. Поэтому, наверное, для себя определить за эту неделю, как я вижу свое будущее. Или какого я качества жизни себе хотела бы. Как бы я хотел обустроить свою жизнь. И вот, наверное, если на эти главные вопросы вы четко знаете ответ, тогда для вас нет ничего невозможного. Самое главное – не застрять, повторюсь, в режиме ожидания. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.